Его семейство триатаминовые. Ученые насчитывают от 130 до 140 видов по всему миру. Почти все питаются только одним – кровью. Размером с большой палец руки, темно-коричневый, по краям брюшка оранжевые полосы, именно по ним вы его узнаете. Его слюна содержит анестетик. Он пьет вашу кровь 20 минут 30, вы спите, вам не больно, ни разу. В слюне два вещества сразу. Анестетик блокирует боль, антикоагулянт не дает крови свернуться. Оба работают одновременно, все 30 минут укуса. За один раз клоп выпивает крови в 10 раз тяжелее себя, за несколько минут, при этом вы даже ничего не почувствовали. Днем его нет, он в трещине стены, под корой, в гнезде зверя. Ночью выходит, пока вы спите, он уже на пути к вам. Он находит вас в абсолютной темноте. Тепло вашего тела, инфракрасное излучение. Клоп улавливает рецепторами на усиках за несколько метров. Потом СО2 из каждого вашего выдоха ведет его точнее любого компаса. Но тепло и СО2 это только начало. Геморецепторы на усиках клопа читают химический портрет вашей кожи. Аммиак, карбоновые кислоты. Каждый человек пахнет по-своему. Клоп это знает. Он выбирает место точно. Губы, уголки глаз. Там кожа тоньше всего. Там сосуды ближе к поверхности. Там анестетик работает лучше. Он все рассчитал. Представьте, относительно своего веса вы выпиваете 7 тонн воды за один раз. Для человека это смертельно. Для клопа всего лишь ужин. Закончил кормиться и отправился искать следующую жертву. Взрослый клоп летит на свет. Уличный фонарь, подсветка у двери, окно без сетки. С мая по октябрь он ищет вход в ваш дом каждую ночь. Тело уплощенное. Он проходит в щель шириной в 1-2 мм. Любая трещина в стене – его дверь. Любой зазор в полу – его путь. Если его потревожить, он начинает скрипеть, а затем выделяет резкий запах и замасленную кислоту. Для многих хищников этот запах настолько неприятен, что они предпочитают отступить. С мая по октябрь он рядом. Зимой прячется в укрытие, замолкает, ждет, месяцами без единого укуса. Несколько месяцев без еды. Метаболизм на минимуме. Он живой, он заразный. Паразит внутри него тоже живой. Ждет следующей жертвы вместе с хозяином. Самка откладывает от 100 до 600 яиц за жизнь. Нимфа вылупляется. Через 2-3 дня первый укус. Без крыльев. Размером с булавочную головку. Она уже охотится. В США зафиксировано 11 видов клопа-поцелуйчика. И из-за потепления они постепенно распространяются на север, включая штаты, которые раньше считались безопасными. 32 штата, около 280 тысяч зараженных, и большинство даже не догадывается об этом. Но как укус клопа-поцелуйчика может превратиться из безобидного контакта в смертельную угрозу? Трипаносома крузи – паразит с двумя жизнями. Внутри клопа одна форма, внутри вас другая. 4 стадии, 2 хозяина, 1 результат. Попав в среднюю кишку клопа, трипомастиготы меняют форму, становятся эпимастиготами и начинают делиться снова и снова, пока не заполнят кишечник. Потом движение в прямую кишку, там питания мало, стресс запускает трансформацию. Эпимастиготы становятся метациклическими трипомастиготами заразной формой, готовые к выходу. Клоп наелся и тут же дефекирует, прямо на коже, рядом с раной от укуса. Метациклические трипомастиготы в этих фекалиях, на вашей коже, в нескольких миллиметрах от входа. Место укуса зудит, рука тянется сама, пальцы трут кожу, и именно в этот момент паразит входит. Человек заразил себя сам, клоп давно уже ушел. Паразит входит не только через рану. Потерли глаз рукой с фекалиями, он уже внутри. Коснулись рта, он тоже внутри. Слизистые оболочки для него открытая дверь. В крови тримастиготы движутся к клеткам. Сердце, нервы, мышцы, они врываются внутрь и исчезают. Иммунная система теряет след. Внутри клетки паразит невидим. Иммунная система его не находит.
А мастиготы делятся раз за разом, потом клетка лопается, и 200 новых тримастигот уходят в кровь к следующим клеткам сердца. Зараженный клоп кусает чаще здорового и дефекирует быстрее прямо во время еды. Это не случайность. Трипаносома крузи управляет поведением своего переносчика ради собственного распространения. Один паразит попадает в клетку сердца, делится, снова делится, клетка лопается, 200 новых трипомастигов в крови. Если бы человек размножался с такой скоростью, за сутки нас стало бы на 1,6 триллиона больше. Острая фаза 4-8 недель. Жар, усталость, ломота. Точь в точь как грипп. Большинство людей принимают таблетку от температуры и ложатся спать. Паразит в это же время продолжает работу. Если фекалии попали рядом с глазом, века опухает. Односторонняя, безболезненная. Называется признак романии. Выглядит как удар кулаком. Это единственный видимый знак, что паразит уже внутри. Через несколько недель симптомы исчезают, человек думает, переболел. Паразит никуда не ушел, он спрятался в клетках. Начинается хроническая фаза, тихая, на десятилетия. 60-70% зараженных не почувствуют ничего никогда, но каждый третий получит пораженное сердце или кишечник через 10, через 20 или через 30 лет. Год за годом паразит лопает клетки сердечной мышцы, на их месте рубцовая ткань, сердце твердеет, увеличивается, перестает нормально качать кровь. Этот процесс идет без боли, без симптомов, молча. Иногда первый симптом болезни Шагаса – это смерть, внезапная остановка сердца. Человек не знал, что болен, ни жалоб, ни диагноза. Клоп укусил его 20 лет назад, и все это время паразит работал. Бензнидазол, нифуртимокс – 2 препарата, почти 100% эффективности, но только в острой фазе, только в первые недели. В хронической фазе паразит в клетках, лекарство его уже не достанет. 70% зараженных не знают об этом, болезнь молчит, сердце разрушается, а когда диагноз наконец появляется, лечить уже нечего, паразит сделал свое дело. Болезнь Шагаса – главная причина сердечной недостаточной Латинской Америки. По числу потерянных лет жизни она обгоняет малярию, обгоняет зику, и почти никто об этом не знает. Трипомастигота находит клетку сердечной мышцы, проникает внутрь, превращается в амастиготу. Клетка продолжает работать, она не знает, что внутри враг, иммунная система не видит ее. Амастиготы делятся, раз, еще раз, клетка раздувается, потом лопается, и 200 новых тримастигот выходят в кровь, каждая ищет следующую клетку сердца. Этот цикл повторяется год за годом, каждая погибшая клетка сердца оставляет после себя рубец. Рубцовая ткань не сокращается, не проводит импульс, она просто занимает место живых клеток. Рубцовая ткань не умеет сокращаться, она мертвый механизм. С каждым годом сердце теряет еще 1% рабочих клеток. Тихо, без боли. Хозяин не чувствует разницы, пока не становится слишком поздно. Через годы сердце начинает увеличиваться в размерах. Кардиомегалия – это видно на рентгене, но большинство людей с Шагасом никогда не делали этот рентген, они не знают, что им нужно. Первый симптом – перебои в сердце, аритмия. Человек идет к кардиологу, кардиолог видит аритмию, назначает стандартные препараты. Они не работают, потому что это не обычная аритмия, это Шагас. Представьте, каждый год ваше сердце теряет еще 1% рабочих клеток. Тихо, без боли. Через 20 лет минус 20% мощности. Ваш автомобиль с таким мотором уже не поедет, а сердце продолжает, пока не остановится. Стенка левого желудочка истончается. На ней появляется выпячивание, аневризма. Сердце качает кровь, и давление бьет в это слабое место. Каждый удар, каждую секунду, до разрыва. Иногда первый симптом болезни Шагаса – это смерть. Человек падает, сердце останавливается, без предупреждения, без боли, без диагноза. Клоп укусил его 20 лет назад. Паразит поражает нервные узлы самого сердца, те, что управляют ритмом. Это другая аритмия. Обычные препараты ее не берут, потому что проблема не в химии сердца, а в его разрушенной нервной архитектуре. Шагас поражает не только сердце.
Паразит разрушает нервные узлы пищевода и толстые кишки. Они перестают нормально двигаться, растягиваются до патологических размеров. Человек не может нормально есть, не может нормально жить. Когда аритмия при Шагасе становится опасной, ставят кардиостимулятор или дефибриллятор. Это не лечение, это контроль. Устройство делает то, что разрушенные нервные узлы делать уже не могут. Сердечная недостаточность при Шагасе прогрессирует быстрее, чем в других кардиомиопатиях. Рубцовая ткань продолжает накапливаться, паразит продолжает работу, время на его стороне. По данным ВОЗ, за 2019 год от болезни Шагаса умирает 9490 человек в год. Это официальная статистика. Реальные цифры выше. Многие смерти от Шагаса записывают как сердечную недостаточность неизвестного происхождения. Т. Крузи не исчезнет никогда. Он живет в броненосцах, в опоссумах, в енотах, в дикой природе рядом с вашим домом. Эти животные не болеют, они просто носят паразит и передают его клопу, который придет к вам. Болезнь Шагаса передается без клопа, через донорскую кровь, через органы при трансплантации. В США скрипинг донорской крови в Т-Крузе введен в 2007 году, до этого никто не проверял. За 100 лет с момента открытия болезни Шагаса вакцины нет. Лекарства не изменились за 50 лет. Фармацевтические компании не вкладываются, потому что это болезнь бедных, у нее нет рынка, у нее нет голоса. Сколько людей в вашем городе уже спят с этим паразитом в сердце и не знают об этом? Но сначала, как он вообще находит вас в темноте? 3 часа ночи, вы спите, он выходит, каждую ночь в одно и то же время. Пока вы без сознания, он уже в движении. Медленно, уверенно, он знает, куда идти. Первое, что он чувствует, ваш выдох. Хеморецепторы на усиках улавливают углекислый газ. Вы выдыхаете, он слышит. Каждый вдох рисует в воздухе стрелку прямо к вашему лицу за 50 сантиметров. Второй слой – тепло. Ваше тело излучает инфракрасный свет, невидимый для вас. Для него карта. Тепловые рецепторы на усиках превращают ИК излучение в точные координаты. 37 градусов – это сигнал, это вы. Третий слой – ваша кожа. Она выделяет аммиак. Амины, карбоновые кислоты – это ваш химический портрет. Уникальный, как отпечаток пальца. Он читает его точнее, чем любой сканер, и никогда не ошибается с адресом. 3 системы одновременно. Инфракрасное тепло, углекислый газ, химия вашей кожи. Он видит вас сразу в 3 измерениях. Вы для него светящаяся точка в кромешной темноте, и он уже идет. Ваш медицинский термометр чувствует разницу в 0,1 градуса. Ему достаточно 0,01. В 10 раз точнее любого прибора из вашей аптечки. Он находит вас не потому, что вы горячие, а потому, что он чувствует то, что вы даже измерить не можете. 1 мм до вашей кожи. Усики делают последние измерения. Хоботок разворачивается из желоба под грудью. Угол выбран, сосуд найден. Все это за доли секунды, пока вы спите. Хоботок входит, слюна идет первой. В ней 2 вещества одновременно. Одно отключает боль, другое не дает крови сворачиваться. Вы спите, он ест. 20 минут, 30. Ни одного движения с вашей стороны. Его тело тоньше монеты. Щель между диваном и полом – его коридор. Пространство под плинтусом – его дом. Он живет в вашей комнате. Вы просто не знаете, где именно. Есть и второй путь в ваш дом. Взрослый клоп летит на свет фонаря, на свет веранды, в открытое окно. Пока вы читаете вечером у лампы, он уже ищет щель рядом с оконной рамой. После кормления его температура растет от вашей крови внутри. Голодные сородичи чувствуют это тепло. Они идут на него, иногда едят его. Охотник, который сам становится добычей своего же вида. Он охотится в одиночку, но спит в компании. Феромоны собирают десятки клопов в одно укрытие. Под вашим матрасом, под вашим плинтусом. Колония в метре от вашей головы каждую ночь. В 1899 году американские газеты вышли с одним заголовком «Ночной кусака в губы». Паника прокатилась по всей стране. Люди боялись спать. Проблему забыли через год. Клоп не забыл ничего.
Без крови он живет 90 дней. За это время почти все паразиты внутри него гибнут. Он становится чистым, но стоит ему укусить снова, цикл начинается заново. Он не уходит, он ждет. Не все из 130 видов кровососы. Некоторые пьют сок растений, охотятся на других насекомых. Но те, что выбрали жить рядом с людьми, переключаться назад не собираются. Слюна клопа сама по себе аллерген. У большинства зуд и сыпь на месте укуса. У части людей реакция идет дальше. Анафилаксия. Это уже не шагас, это другая угроза, без паразитов внутри. Лос-Анджелес. 45 тысяч человек с болезнью шагаса прямо сейчас. Менее 2% знают об этом. Остальные живут, работают, спят. Их сердца разрушаются. Они не знают. Он нашел вас, выбрал именно вас. 200 лет назад он нашел человека по имени Чарльз Дарвин. И тот не знал этого до конца жизни. Март 1935 года. Чарльз Дарвин в Андах в экспедиции на Бигле. Ночью в его дневнике появилась запись. Большое черное насекомое укусило его в плечо. Он не придал этому значения, это была ошибка. С 1837 года, через 2 года после укуса, Дарвин начал болеть. Сердце, слабость, головокружение. Он работал по 2 часа в день и падал от усталости. 45 лет с паразитом в сердце, не зная об этом. В 1959 году, через 77 лет после смерти Дарвина, ученые написали: это мог быть шагас. Споры не закончены до сих пор. Диагноз, который поставили через столетия человеку, который изменил науку. В 1909 году бразильский врач Карлос Шагас нашел все сразу в одной деревне. Паразит, клоп-переносчик. Первый живой пациент. Одно открытие. 1 год. 27 лет спустя после того, как Дарвин умер с неизвестным диагнозом. Сегодня, прямо сейчас, от 6 до 8 миллионов человек на планете с Т-крузи в сердце, 75 миллионов в зоне риска. Большинство из них не знают ни того, ни другого. 70% зараженных не знают об этом. Болезнь молчит, сердце разрушается, они чувствуют себя нормально, ходят на работу, воспитывают детей. Это не метафора, это статистика ВОЗ. Из 8 миллионов зараженных лечение получают меньше 1%. Не потому, что лечения нет, потому что никто не ищет, потому что никто не спрашивает. Это болезнь, о которой не говорят. Каждый год в США рождается 315 детей с болезнью шагаса. Их матери не знали, что заражены. Т-крузи прошел через плаценту. Ребенок еще не сделал первого вдоха, а паразит уже внутри. Болезнь шагаса вышла из Латинской Америки. Она едет вместе с людьми. Сегодня она есть в Европе, в Японии, в Австралии. 70 стран, и это не клоп принес ее туда, это люди. Лекарства от шагаса придумали в 1971 году. С тех пор ничего нового. 15 лет. Фармацевтические компании не вкладываются, потому что это болезнь бедных. У нее нет рынка, у нее нет голоса. Официально от шагаса умирают 9490 человек в год, но многие смерти записывают иначе. Просто сердечная недостаточность, неизвестного происхождения. Клоп не оставляет следов. У каждого 5-го зараженного развивается кардиомиопатия. Кто-то рядом с вами может жить с этой болезнью прямо сейчас и даже не подозревать об этом. О клопе-поцелуйчике знают немногие, но именно такие угрозы часто оказываются самыми опасными. Поделитесь этим видео, чтобы об этом узнали другие. Напишите свое мнение в комментариях и подпишитесь на канал. До встречи, друзья!